На юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, расположены загадочные руины, известные как Гёбекли-Тепе. Эти древние сооружения, датируемые примерно 9 тысячей лет до нашей эры, представляют собой один из самых ранних известных примеров человеческой архитектуры. Археологи обнаружили столбы высотой до 16 футов, украшенные сложными рельефами животных и абстрактными символами. Но загадка заключается не только в их возрасте. Долгое время считалось, что первые цивилизации начали развиваться лишь с появлением земледелия. Однако Гёбекли-Тепе ставит под сомнение эту теорию. Исследования показывают, что строительство этих мегалитических структур требовало значительных ресурсов и совместных усилий множества людей, которые, по всей видимости, еще не были оседлыми. Как же они смогли создать столь грандиозные сооружения? Эти вопросы вызывают определенные споры и интерес в научном сообществе. Как минимум, Гёбекли-Тепе бросает вызов общепринятым представлениям о том, как развивались человеческие общества. Древние строители оставили после себя не только каменные колонны. Находки показывают, что темные затененные залы были предназначены для ритуалов, которые, возможно, включали поклонение духам предков или животным. С другой стороны, загадка заключается в том, почему этот комплекс был оставлен и засыпан в конце своего использования. Возможно, он стал жертвой какого-то катастрофического события, или же его народ устал от ритуалов и решил оставить свое наследие. В рамках этих исследований также обнаружены подземные города, такие как Деринкию, которые находятся на глубине более 100 футов под землей. Эти лабиринты с продуманными системами вентиляции и водоснабжения могут свидетельствовать о том, что жители этой местности могли иметь продвинутые технологии, которые были потеряны для последующих поколений. В то время как большинство людей жили в примитивных условиях, эти подземные города предоставляли защиту и удобства, о которых не могли мечтать многие. Исследования продолжаются, и каждая новая находка добавляет новые слои к этой загадочной истории. Но как много мы знаем о тех, кто строил Гёбекли-Тепе и жил в этих подземных городах. Их знания и навыки остаются для нас тайной. Сравнивая с современными цивилизациями, мы видим, что уровень технологий и социальной организации кажется несоизмеримо высокими для их времени. Возможно, их исчезновение стало результатом климатических изменений, войн или внутренних конфликтов. Но что если эта загадочная цивилизация оставила за собой более значительное наследие, чем мы можем себе представить? Вопросы остаются, но одно очевидно. Исследования продолжаются, и мы лишь на поверхности глубоких тайн, которые продолжают оставаться неразгаданными. Подземные города, такие как Деринкию, открывают перед исследователями новый уровень загадок. Этот город был открыт в 1965 году и удивил археологов сложной системой тоннелей и комнат, которые простираются на протяжении более 12 миль. Вход в Деринкию находится на глубине более 100 футов, а конструкция показывает наличие продвинутых инженерных навыков. Каменные стены, выдолбленные в туфовой породе, удерживают всю конструкцию, а система вентиляционных шахт обеспечивает кислород для жителей. Лабиринты подземного города включают кухни, склады, хранилища для воды и винные погреба. В этих помещениях были найдены останки женщин и детей, что указывает на то, что подземные города использовались как укрытие для целых семей. Археологи обнаружили, что жители заходили в Деринкию в моменты опасности, когда внешние угрозы становились значительными. Это усиливает загадку, с какими вызовами сталкивались эти люди и как часто использовали свои подземные убежища. В некоторых частях Деринкии обнаружены загадочные символы, вырезанные на стенах. Эти знаки могут быть частью древней письменности, которая до сих пор не расшифрована. Исследователи пытаются сопоставить их с известными письменными системами, но пока они остаются непонятными. Некоторые ученые считают, что жители подземного города оставили эти знаки в качестве предупреждения или сообщения будущим поколениям. Каждый новый символ вызывает вопросы о языке, культуре и верованиях этих людей. Одновременно с исследованиями Деринкии археологи находят другие подземные сооружения в регионе, создавая предпосылки для более широкой сети подземного строительства. В районе Каппадокии находятся другие города с аналогичными конструкциями, которые могут быть связаны с Деринкией. Главная загадка заключается в том, как, несмотря на отсутствие современных технологий, эти древние строители смогли создать такие сложные системы.
Интерес вызывает вопрос о том, что привело к строительству подземных городов. Возможно, это связано с климатическими изменениями, которые сделали внешнюю среду менее гостеприимной. Войны или природные катастрофы могли подтолкнуть людей к жизни под землей. Артефакты, найденные в подземных помещениях, говорят о периодах активности, когда люди использовали свои навыки и знания для выживания. Среди находок присутствуют орудия труда и предметы быта, которые свидетельствуют о высоком уровне ремесленного мастерства. Эти артефакты подтверждают, что подземные города не только обеспечивали защиту, но и были центрами жизни, где развивалась культура и знания. Исследователи предполагают, что такая жизнь могла существовать параллельно с оседлыми цивилизациями, возможно, находясь в конфронтации или взаимодействии с ними. Эти загадочные города оставили множество вопросов для будущих поколений. Наследие, которое они оставили, продолжает вызывать интерес и подчеркивает, что история человечества полна скрытых и неопознанных страниц, каждая из которых ждет своего раскрытия. В процессе раскопок подземных городов Каппадокии археологи начинают находить необычные артефакты, которые ставят под сомнение привычные представления о культуре и технологиях древних жителей. Среди этих находок странные каменные орудия, форму которых не удается отнести ни к одному известному типу. Одно из таких орудий, длинное и закругленное на конце, вызывает живой интерес среди ученых. На его поверхности обнаружены знаки, аналогичные тем, что были найдены в Деринкии. Задумывались, что древние цивилизации могли бы завести свои YouTube-каналы? Если вам нравится наше погружение в тайны истории, не стесняйтесь подписаться и поддержать проект. Ваша помощь поможет нам раскопать еще больше интересного. Ссылку на донат вы можете найти в описании или на экране, а мы обещаем продолжать удивлять вас. Это приводит к спорам о возможных связях между различными подземными городами. Среди находок также имеются керамические сосуды с остатками загадочного вещества, которое не поддается анализу. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть ритуальная жертва, использовавшаяся в обрядах, но никаких аналогий с другими культурами не удается найти. Вокруг этих артефактов начинают возникать мифы о том, что жители подземных городов обладали уникальными знаниями и технологиями, которые могли быть утеряны с течением времени. В это время в Каппадокии происходит неожиданное событие. В одной из исследовательских групп внезапно возникают разногласия. Ученые начинают подозревать друг друга в подделке находок. Активные споры перерастают в конфликты, и рабочие отношения между членами группы начинают ухудшаться. Все это происходит на фоне растущего давления со стороны спонсоров, которые требуют быстрого прогресса и новых сенсаций. Это обострение конфликтов приводит к тому, что группа оказывается на грани распада. Лидер команды, археолог по имени Нихат, пытается сохранить порядок, но его усилия часто оказываются безуспешными. Он понимает, что успех раскопок зависит не только от находок, но и от сплоченности команды. Нихат обращается к каждому члену группы, пытаясь разрешить разногласия и восстановить доверие. Однако проблем становится все больше. Один из ученых исчезает в недрах подземного города, оставив за собой только загадочные следы. Это событие вызывает панику среди остальных членов группы. В поисках пропавшего ученого Нихат и несколько других исследователей углубляются в лабиринты Деринкии. Они начинают находить не только артефакты, но и указывающие на существование ранее неизвестных помещений, запечатанных под толщей камня. Одна из таких комнат содержит странные устройства, которые выглядят как механизмы, но их назначение остается непонятным. Исследователи приходят к выводу, что это может быть часть системы, обеспечивающей жизнедеятельность города. Параллельно с поисками пропавшего коллеги, Нихат сталкивается с растущими слухами о том, что в подземных городах живут некие существа. Некоторые рабочие утверждают, что видели тени и слышали странные звуки, исходящие из темных углов. Это добавляет новую волну напряжения в группу. Ученые начинают задаваться вопросом, что на самом деле произошло в этих древних землях и какое наследие оставили их обитатели. Каждый шаг в этом таинственном мире заставляет их осознать, что они могут быть не единственными жителями этих подземных лабиринтов. Нихат и его команда продолжают углубляться в недра Деринкии, исследуя недавно обнаруженные помещения. В одном из залов они находят странные механизмы, которые выглядят как сложные машины. Археологи начинают изучать их и в процессе обнаруживают, что некоторые из этих устройств могут быть связаны с системой вентиляции, обеспечивающей кислород в подземных городах.
Однако, как именно они функционировали, пока остается загадкой. В то время как Нихат и его помощники пытаются расшифровать назначение механизмов, напряжение в группе продолжает нарастать. Один из коллег, Лейла, начинает высказывать предположение, что эти технологии могли быть созданы для защиты от внешних угроз. Она приводит в пример артефакты, найденные ранее, и начинает строить теории, что подземные города были не только укрытием, но и исследовательскими центрами, где древние жители могли заниматься новыми технологиями. На следующее утро команда обнаруживает, что один из исследователей, который накануне проявлял сомнения в находках, исчез. Нихат, обеспокоенный ситуацией, начинает подозревать, что исчезновение может быть связано с нарастающими конфликтами в группе. Он решает собрать всех членов команды и обсудить последние события. На собрании Лейла высказывает свои опасения о том, что некоторые из них могут стать жертвами древних технологий. Многие смеются над ее предположениями, но Нихат, очевидно, обеспокоен. Вскоре после собрания команда находит в одном из помещений странные каменные плиты с выгравированными схемами, похожими на карты. На них изображены системы подземных туннелей, которые не были известны ранее. Исследователи понимают, что эти карты могут помочь им понять структуру города и, возможно, найти пропавшего коллегу. Однако в это время Лейла снова упоминает о своем страхе перед возможными опасностями. Их поиски становятся более напряженными, когда Нихат начинает замечать, что в подземных залах возникают странные звуки, как будто что-то следит за ними. Однажды, когда они исследуют одну из новых комнат, команда сталкивается с механизмом, который неожиданно активируется, производя громкий шум. Это приводит к панике, и несколько членов команды теряются в лабиринте подземного города. Нихат и Лейла решают разделиться, чтобы найти своих коллег. Нихат, следуя по коридору, находит еще одну комнату с устройством, которое, судя по всему, функционирует как источник энергии. Он замечает, что на стенах находятся символы, схожие с теми, что были найдены ранее, но с дополнительными значениями. Нихат понимает, что это может быть ключ к разгадке тайн, связанных с технологиями прошлого. Тем временем Лейла, исследуя другой коридор, сталкивается с неожиданной находкой. Она находит древний артефакт, который выглядит как прибор, но его назначение остается неясным. В этот момент к ней подходит один из потерянных членов команды, и они решают вместе вернуться к Нихату, чтобы обсудить свои находки. Однако на пути к нему они сталкиваются с чем-то неожиданным. В темных углах коридора появляются тени, которые заставляют их остановиться и задаться вопросом, что еще скрывает этот древний город. Напряжение нарастает, и вопрос о том, что на самом деле произошло в этих подземных глубинах, становится все более актуальным. Нихат и Лейла, вернувшись к месту сборов, понимают, что их находки могут изменить представление о развитии цивилизаций. Они обсуждают, как технологии, существовавшие в подземных городах, могли опередить свое время. Нихат указывает на сложные механизмы, которые могли выполнять функции, схожие с современными системами обеспечения безопасности или водоснабжения. Лейла, в свою очередь, говорит о том, что эти древние технологии могли быть результатом длительного процесса эволюции знаний, которые были утеряны в результате катастроф, разрушивших цивилизацию. Команда решает создать презентацию для спонсоров, в которой будут показаны их находки и сделанные выводы. Они подготавливают материалы, сравнивая артефакты из Деринки с современными технологиями, такими как системы очистки воды и методы вентиляции. Нихат объясняет, что подобные инженерные решения могли возникнуть задолго до того, как мы думали, что люди смогли бы их разработать. Это открытие внезапно поднимает их статус в научном сообществе. Однако в то время, как они обсуждают эти достижения, напряжение в группе вновь нарастает. Один из археологов, Ислам, начинает проявлять агрессию по отношению к Лейле. Он ставит под сомнение ее выводы и упрекает в том, что она преувеличивает значение их находок. Дискуссия перерастает в конфликт, и Нихат, пытаясь уладить ситуацию, решает, что им следует сосредоточиться на своих исследованиях, а не тратить время на ссоры. Тем временем команда продолжает раскопки и находит еще несколько помещений с артефактами, которые явно показывают, что жители подземных городов обладали средствами, позволяющими значительно повысить качество жизни. Среди находок оказываются инструменты для сельского хозяйства, которые, как считают ученые, могли использоваться для питания большого количества людей. Это открытие приводит Нихата к мысли, что подземные города могли служить не просто укрытием, но и центром для развития знаний и культуры.
Однако в тот момент, когда они начинают осознавать значение своих находок, группа сталкивается с новыми трудностями. Ислам, все еще недовольный работой Лейлы, уходит вглубь лабиринта, где, по его словам, находится настоящая истина. Нихат и Лейла решают, что нужно его остановить, чтобы не подвергать риску всю команду. Они выкрикивают его имя, но в ответ слышат лишь эхо. В поисках Ислама они входят в одну из новых комнат, где обнаруживают дополнительные механизмы, которые, похоже, активируются лишь при наличии определенных артефактов. Лейла делает предположение, что эти технологии могли быть частью системы контроля доступа, которая защищала важные помещения. Их внимание привлекает старая книга, найденная среди артефактов, на страницах которой указаны схемы, похожие на те, что они видели ранее. Нихат пытается связать все имеющиеся данные, когда внезапно комната начинает трястись. Стены начинают сдвигаться, словно механизм, который они только что начали изучать, активируется. В этот момент Лейла осознает, что их действия могут привести к катастрофе. Она пытается остановить Нихата, но тот уже слишком увлечен. Напряжение нарастает, и они понимают, что каждое их решение может стать решающим в раскрытии тайн подземных городов и в их собственном выживании. В комнате, где Нихат и Лейла нашли старую книгу, начинается паника. Стены начинают сдвигаться, и они понимают, что время на исходе. Нихат, не обращая внимания на предупреждение Лейлы, продолжает изучать схемы, а она пытается найти способ остановить механизм, который, похоже, активировался их действиями. Лейла помнит, что в книге упоминаются древние знания, которые могли быть утеряны. В одном из фрагментов описываются ритуалы, позволяющие активировать или деактивировать механизмы. Она быстро перелистывает страницы, пытаясь найти нужную информацию, но шум вокруг них усиливается, и тряска становится все более ощутимой. Нихат, осознав, что Лейла пытается его остановить, находит в книге рисунок, изображающий нечто похожее на устройство, которое они только что активировали. Он говорит, что это может быть ключом к пониманию технологий древних строителей. Тем временем Ислам, оставшийся один в лабиринте, находит другое помещение, заполненное странными устройствами. Они выглядят как части какого-то огромного механизма, способного на что-то большее, чем просто вентиляция. Он внимательно осматривает их и замечает, что на стенах выбиты символы, которые, по его мнению, могут быть связаны с силой или источником энергии. Это открытие, конечно, подстегивает его амбиции, и он начинает записывать свои наблюдения, не замечая, как время уходит. Вернувшись к Нихату и Лейле, Ислам вмешивается в их разговор, заявляя, что нашел более важные артефакты, чем их схемы. Его слова обостряют конфликт, и Лейла упрекает его в том, что он игнорирует опасность, с которой они сталкиваются. Нихат, пытаясь сохранить спокойствие, призывает команду сосредоточиться на спасении. Но Ислам настаивает на том, что они должны исследовать новые находки. В этот момент снова слышится треск, и один из механизмов начинает издавать странные звуки. Лейла, наконец, находит нужную страницу в книге. Она читает про ритуал, который может временно остановить механизмы. Нихат и Ислам начинают обсуждать его содержание, но Ислам настаивает на том, что они должны продолжать исследовать, и предлагает использовать артефакты, которые он нашел. Это вызывает новую волну напряжения. Нихат понимает, что Ислам одержим идеей получения знаний, но это может привести к катастрофическим последствиям. Когда команда продолжает спорить, в комнате начинает становиться все темнее, и тени, казалось бы, становятся более ощутимыми. Лейла пытается объяснить, что потерянные знания могли быть причиной того, что жители подземных городов исчезли. Она говорит, что, возможно, они были наказаны за попытку использовать силу, которую не могли контролировать. Ислам смеется над ее предположениями, но Нихат, понимая, что они должны работать вместе, пытается найти компромисс. Внезапно один из механизмов срабатывает, и комната начинает заполняться дымом. Ислам в панике отступает, но его нога застревает в одном из устройств. Нихат и Лейла бросаются к нему на помощь, но в это время механизм начинает активироваться в полной мере. Команда понимает, что они на грани катастрофы, и каждый из них должен решить, что важнее — исследование забытых знаний или выживание. Напряжение достигает предела, и они осознают, что только совместные усилия могут спасти их от неизвестного, что скрывается в темных глубинах подземного города. Дым в комнате становится все гуще, и Нихат, Лейла и Ислам понимают, что времени остается совсем немного. Ислам, вырываясь из паники, освобождается от застрявшей ноги и начинает искать выход.
Нихат и Лейла, осознавая, что механизмы могут привести к катастрофе, начинают исследовать стены на наличие подсказок. Лейла замечает, что на стенах появились новые символы, ранее скрытые от глаз. Они выглядят знакомо, но теперь явно показывают последовательность действий, которые могут активировать или деактивировать механизмы. Она начинает вслух читать заклинания из старой книги, которые описывают ритуалы управления устройствами. Внезапно раздается грохот. Одна из стен начинает рассыпаться, открывая доступ к еще одной комнате, откуда доносится яркий свет. Нихат, полагая, что это их последний шанс, ведет группу в новую комнату. Внутри они обнаруживают огромный зал, заполненный странными артефактами и механизмами, которые, похоже, регулируют энергию и защищают от внешних угроз. На стенах зала изображены сцены взаимодействия древних людей с этими механизмами. В одной из сцен видно, как жители подземного города используют технологии для защиты от стихийных бедствий и врагов. Нихат осознает, что их исчезновение может быть связано с тем, что они стали жертвами собственных амбиций, пытаясь контролировать силу, которую не могли понять. Лейла, поняв, что именно это может объяснить исчезновение древней цивилизации, начинает высказывать свои гипотезы. Она предполагает, что жители стали зависимыми от своих технологий, которые в какой-то момент вышли из-под контроля. Нихат добавляет, что это могло вызвать катастрофы, вынудивших их скрываться под землей. Ислам, вспомнив о странных устройствах, найденных в других помещениях, понимает, что жители могли использовать свои технологии в конфликтах, что в конечном итоге привело к их падению. Эти мысли заставляют его изменить отношение к обсуждаемой теории. В этот момент механизм внезапно активируется, и зал начинает наполняться энергией. Команда стоит в центре комнаты, когда перед ними открывается портал, излучающий яркий свет. Это может стать шансом не только для них, но и для всего человечества. Нихат осознает, что они на пороге величайшего открытия, но одновременно с этим стоят перед лицом необъяснимой опасности. Вокруг начинаются вибрации, и слышны глухие звуки, словно что-то пробуждается в недрах земли. Команда решает действовать быстро. Если им не удастся завершить ритуал и активировать механизм, они навсегда потеряют возможность разгадать тайны исчезнувшей цивилизации. Собравшись, они начинают работать вместе, следуя инструкциям, которые Лейла прочитала из книги. Каждый из них выполняет свою роль, и когда они достигают кульминационного момента, затемнение и свет переплетаются в зале. Нихат, Лейла и Ислам осознают, что в их руках находится ключ к разгадке не только тайн прошлого, но и будущего человечества. Яркий свет из портала начинает пульсировать, и Нихат, Лейла и Ислам понимают, что у них всего несколько мгновений, чтобы завершить ритуал. Лейла читает заклинания из книги, и вокруг них нарастает энергия. Стены зала вибрируют, а символы начинают светиться, как будто реагируя на их действия. Нихат и Ислам, ощутив напряжение, следят за изменениями. Лейла указывает на механизм, который начал вращаться и издавать пронзительный звук. Нихат стремительно подходит к нему, понимая, что это может быть ключом к активации. Он манипулирует рычагами, следуя инструкциям, которые успела прочитать Лейла. Ислам помогает, стараясь запомнить порядок действий. Внезапно из портала вырывается поток света, и команда оказывается окруженной ярким сиянием. Нихат чувствует, как энергия проникает в его тело, наполняя разум образами древней цивилизации. Он видит, как жители подземных городов использовали свои технологии для создания объектов, которые регулировали климат и защищали от стихийных бедствий. Он осознает, что это наследие, оставленное потомкам, было гораздо более значительным, чем они могли представить. Лейла, наблюдая за происходящим, осознает, что сила технологий, которую пытались контролировать, когда-то использовалась для блага, но в конечном итоге привела к разрушению. Она обращается к Нихату и Исламу, подчеркивая, что жители оставили им предупреждение о том, как опасно злоупотреблять знаниями. Если они не будут осторожны, история может повториться. Когда команда завершает ритуал, портал начинает изменяться. Нихат осматривает артефакты в зале и находит устройства, которые могут послужить ключом к восстановлению утраченных технологий. В его сознании возникает идея. Они могут повторить эксперименты древних, но теперь с мудростью и пониманием. Портал искрится, и из него вырывается поток информации. Нихат, Лейла и Ислам видят образы, как древние люди исследуют природу, создают новые технологии и находят гармонию с окружающим миром.
Эти картины подчеркивают, что их цивилизация некогда процветала, но потеряна из-за неосторожности и недостатка уважения к силам, которые они пытались контролировать. Команда обменивается взглядами, полными решимости. Нихат говорит: «Мы должны сохранить это знание и передать его будущим поколениям. Мы обязаны гарантировать, чтобы ошибки прошлого не повторились». Лейла и Ислам кивают, понимая, что теперь они несут на себе ответственность не только за свои жизни, но и за будущее человечества. В это время вокруг них происходит нечто невероятное. Портал начинает затягивать их, и они понимают, что все эти знания и открытия могут стать их единственным шансом изменить ход истории. Осознав наследие, оставленное потомками, они делают шаг в неизвестность, готовые изменить будущее. Яркий свет вокруг Нихата, Лейлы и Ислама затмевает все их мысли. Они ощущают, как их тела и сознание сливаются с потоком знаний. В этот момент мир вокруг меняется. Стены зала расплываются, и они оказываются в центре событий древней цивилизации. Образы прошлых дней, полные жизни, технологий и культуры, проносятся мимо. Они видят, как люди занимаются земледелием, строят города и используют свои знания для сосуществования с природой. Древние жители не просто создали сложные механизмы, они понимали, как использовать их без вреда для окружающей среды. Нихат осознает, что именно эта мудрость была утрачена. Он чувствует, как эта информация наполняет его сознание, открывая глаза на важность устойчивого взаимодействия с природой. Вдруг образы начинают расплываться, и Нихат, Лейла и Ислам оказываются снова в зале, окруженные ярким светом и мерцающими символами. Портал затихает, оставляя ощущение единства с древней цивилизацией. Они понимают, что получили доступ к знаниям, способным помочь избежать ошибок прошлого. Нихат первым приходит в себя и говорит команде, что они должны сохранить эти знания и использовать их для создания более светлого будущего. Лейла добавляет, что их открытия могут изменить восприятие истории человечества. Ислам соглашается, отмечая, что технологии могут служить не только разрушению, но и созиданию. Когда они покидают подземный город, каждый чувствует тяжесть ответственности. Они понимают, что должны делиться полученными знаниями и предостерегать других от повторения ошибок, которые привели к падению древней цивилизации. Нихат решает организовать конференцию для представления результатов своих исследований. Лейла и Ислам начинают подготовку материалов, демонстрирующих, как технологии можно использовать в гармонии с природой. Как вы думаете, сколько знаний мы потеряли за века? Если наши открытия вам нравятся, и вы хотите, чтобы мы продолжали делиться ими, не стесняйтесь поддержать проект. Все ссылки в описании, или просто поднесите камеру к QR-коду на экране, и волшебство доната вас не обойдет стороной. С каждым днем они становятся все более уверенными в том, что их усилия могут повлиять на будущее человечества. Их статьи в научных журналах и выступления на конференциях обсуждают понятие устойчивого развития и ответственности за использование технологий. Они открывают окна в прошлое, напоминают о важности изучения ошибок предков. Возвращение из подземного города становится началом нового пути для Нихата, Лейлы и Ислама. Они оставляют след в памяти, понимая, что даже самые далекие события могут повлиять на восприятие настоящего и будущего. Технологии — это не только инструменты, но и средства, способные изменить судьбы целых цивилизаций, если использовать их с уважением и пониманием. Каждый из них уносит с собой осознание, что знание — это сила, и они готовы использовать ее, чтобы создать лучшее будущее.